подхожу через 2 недели и вижу вот эту крошечку. Вот эту малышку. Но какие же орхидеи умнички. Они умеют в любых условиях продолжить свой род. Погибая, дать жизнь новому растению. Добрый день, друзья! Сегодня о 2 орхидеях с цветоносами из точки роста. Причем эти цветоносы появились в домашнем цветении. Я их такие не покупала. Они у меня лет 5 цвели, как обычные орхидеи. Вот видно пеньки от цветоносов. И вдруг появляется цветонос из точки роста. Не забывайте, что у нас теперь есть телеграм-канал, Дзен продолжает свою работу и Рутуб. Все ссылки оставлены под видео. На Рутубе и на Дзене можно просто посмотреть видео, а в телеграм-канал там большое общение, будет много интересных. И уже есть цветущие орхидеи. Я вам показываю свои орхидеи, которые у меня цветут с названиями или без. Может быть, кто-то знает эти названия. Небольшие видео, зарисовки, интересные статьи. Это все будет в телеграм-канале. Не забудьте, что ссылки оставлены в описании под видео. А еще в чате телеграм-канала вы можете пообщаться, задать друг другу вопросы, ответить на них, да и вообще познакомиться. Это очень интересно. Ну а сегодня про 2 орхидеи с цветоносами из точки роста. Одна орхидея Фантом или Призрак, а другая орхидея Экзотик Пунш. Как я уже сказала, эти орхидеи у меня давно и прекрасно цвели. И это первые 2 орхидеи, которые выпустили в домашних условиях цветоносы из точки роста. Хотя я не поливаю орхидеи какими-то кислотами, стимуляторами. Я ничего этого не делаю. Но, видимо, что-то в них такое заложено, что появились цветоносы и у одной, и у другой. Здесь отрезанный цветонос, здесь я оставила засохший цветонос. Вот они, цветоносы из точки роста. Что от этих орхидей ждать дальше? Конечно, детку. И появляются они очень быстро. Например, на орхидее Фантом, вот там внизу детка. И в прошлый раз, когда я была этому очень рада и удивлена, я вам показала, что детка растет быстро. Корни этой детки, вот этот корешок, вот его здесь видно, вот это корень детки, он там внутри горшка растет. Но Фантом очень любит цвести. И даже после появления детки орхидея дала цветонос. Это вот цветонос материнского растения. И сама детка тоже выпустила маленький цветоносик. Здесь всего 2 бутончика, но они тоже есть. Вот такая интересная орхидея, вот такая цветунья. И очень быстро выпустила детку. Почему мы оставляем цветонос на детке, если она растет с материнским растением? Все очень просто. Если у орхидеи детка, пусть то будет детка на цветоносе, пусть это будет пристволовая детка. Когда есть материнское растение и много корней материнского растения, то детка будет цвести точно так же. Красиво, ну, может быть, не обильно, потому что она маленькая, но ей дает силы для цветения материнские корни. И посмотрите, у
материнского растения, у мамы, корни остаются раскукленными. И даже растут новые. Вот такой силы эта орхидея. А почему цветонос появился из точки роста? Ну, это может сказать только она. Мы можем только гадать. А чем интересен экзотик пунш? Ну, во-первых, мне очень хотелось его пересадить, но, опять же, появился цветонос из точки роста, и это стало бесполезно. Но когда я последний раз поливала это растение, мне все-таки хотелось это сделать, потому что тоже есть растущие корни верхние, или же засыпать больше керамзитом. Мне очень хотелось это сделать, и я не поставила орхидею на место, на полку, а оставила вот на этом столе. Когда нет съемки, стол свернут, и, ну так, сантиметров, наверное, 30 стол стоит от этой полки. Вот этот свет, который сейчас освещает меня, и стол, он выключен, и свет падает на этот стол только вот от этих ламп. Его недостаточно. Но я обычно, когда поливаю орхидеи, когда снимаю, рассматриваю, произвожу какие-то действия, пересаживаю или что-то хочу с ними еще сделать, кроме полива, я 2-3 орхидеи оставляю на столе. И как-то так получилось, что я оставила эту орхидею на столе, а времени у меня не было. Вот я не могу сказать, что это полутьма, но все-таки недостаточное количество освещения. Она простояла у меня здесь 2 недели, но эта часть комнаты очень теплая, потому что сплит-система находится в другой стороне. Здесь как бы теплее. Подхожу через 2 недели и вижу вот эту крошечку, вот эту малышку. Но какие же орхидеи умнички! Они умеют в любых условиях продолжить свой род, погибая, дать жизнь новому растению. Конечно, я сейчас подсыплю керамзит, верну ее в освещенное место. Она у меня стояла на этом стеллаже, на нижней полке. Верну ее на прежнее место, пусть растет. И очень меня радует, что я не теряю всю орхидею после вот этого внезапного неправильного цветения, а у меня вырастет новая молодая орхидея. Вот такие приятные неожиданности случаются с орхидеей, у которой цветонос из точки роста, и которая обязательно, может быть, не сразу, но погибнет. Потому что расти она больше не может, она может только дать жизнь новому растению. Ну, цвести, кстати, может, как вот это. Но теперь она будет отдавать все свои силы этой маленькой орхидеи. А мы за этим понаблюдаем. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Почему нет Семы? Потому что Сёма спит. Сема спит. Вот он.